Итак, зона двойных прибавок. Называется она так потому, что на этой зоне мы будем делать в каждом ряду двойные прибавки на одном боковом крае сумки и двойные прибавки на другом боковом крае. Таким образом мы будем вязать 20 рядов, то есть эта зона составляет 20 рядов. По высоте это получится примерно 13-14 сантиметров, если измерять от нижнего края сумки. Вот так вот будет складываться изделие. И измерение будет происходить вот отсюда, от нижнего края, и уже до какой-то определенной зоны. В этой зоне двойных прибавок у нас будет происходить интенсивное расширение сумки по бокам. И по количеству петель каждый ряд будет прибавляться на 4 петли. То есть плюс 4 петельки к количеству предыдущего ряда. Теперь про прибавки. Значит, наши прибавочки с двух сторон должны быть симметричны обязательно. Соответственно, петли прибавок мы должны выбрать симметричные с двух сторон. Значит, сейчас в следующем ряду мы будем устанавливать как раз эти петли, в которых у нас в дальнейшем пойдут прибавки реглана. И я выберу вот эту петлю. Смотрите, вот они мои 3 петли прибавки предыдущего ряда. Выбираю ту, которая посередине. И эти 2 петли этой петли прибавки у меня пойдут на реглан. То есть в них в обеих мы будем делать прибавки. Здесь нахожу такую же петлю, симметричную, да, она должна быть симметрична этой петле, как я уже говорила, количество петель между прибавками должно равняться с обеих сторон. Нахожу эту симметричную петлю, вот она, вот они 2 петельки, в которых будут прибавки с этой стороны. И эти 2 петельки должны быть четко посередине скругления, здесь и здесь, чтобы, опять же таки, линии реглана у нас располагались четко по бокам сумки. И теперь начинаю вязание 4-го ряда. Это у нас уже будет 4-й ряд, если считать от начала вязания. Так, провязываю первую петлю одинарным столбиком, вторую петлю одинарным столбиком, то есть довязываю до этой петли прибавки, про которую я говорила. Далее провязываю прибавку первую сюда в первую петельку и в следующую петлю провязываю вторую прибавку. Так, далее до следующего скругления вяжу одинарные петельки, но вот сюда установлю маркер. Зачем этот маркер, я расскажу чуть позже. Сейчас мы вяжем одинарные петельки до следующего скругления. Так, дошли до следующего скругления, и вот они, наши обозначенные петельки прибавок. Вот они. Делаем первую прибавку и вторую прибавку. И далее до конца ряда вяжем одинарные петельки. Да, сюда тоже можно установить маркер. Вот так. То есть маркер у меня располагается между 3-м и 4-м рядом. То есть он обозначает начало вязания нашей зоны с двойными прибавками. Так, довязали рядочек до конца. Итого у меня получается 4 ряда. Значит, в 4-м ряду у меня прибавилось плюс 4 петли к моим 86 петлям, которые были на донышке. Итого получается 90. И с каждым последующим рядом будет плюс 4. И здесь можно еще раз проверить, симметрично ли у вас располагаются эти прибавочки, то есть ваши зоны регланов. Берете прибавки с одной стороны, вот они, раз, два, и прибавки с другой стороны, вот они, и между ними считаете количество петель с одной стороны и с другой стороны. Это количество должно быть одинаковым. Приступаем к вязанию 5-го ряда. Первый столбик одинарный, второй одинарный,
Далее подошли к прибавкам предыдущего ряда, и здесь так, в этих же петлях делаем 2 прибавки. И прибавочки делаем по принципу реглана, то есть первую петлю провязываем одинарной, во второй петле вот этой прибавки предыдущего ряда делаем прибавочку. Далее подошли к следующей петле прибавки, и здесь мы в первой петле делаем прибавочку, а вторую провязываем одинарно. То есть вяжем точно так же, как мы вяжем реглан. И далее продолжаем одинарные петли. Итак, объясняю, для чего вот этот маркер. Значит, сейчас, когда мы будем вязать круговые ряды и делать прибавки вот здесь в одних и тех же петлях, у нас эти петельки будут потихонечку смещаться вправо, то есть с каждым провязанным рядом эти петли будут немножко правее, правее, правее. Это обычная нормальная закономерность, да, при вязании столбика без накида. Немножечко вот эта вот верхняя петелька, шапочка столбика, она как бы располагается немножко правее, чем сам столбик. И, соответственно, с каждым рядом петельки немножко смещаются. Соответственно, мы должны будем смещать петлю прибавки в каждом пятом ряду влево, для того, чтобы у нас вот этот вот реглан располагался четко по центру, то есть чтобы сама сумка у нас не косила. Еще раз повторяюсь, делать я это буду в каждом пятом ряду. Соответственно, здесь ставлю маркер, чтобы мне видеть, откуда отсчитывать, да, этот пятый ряд. Вот я уже вяжу второй рядочек, второй от донышка. Приблизились к петлям прибавки на другом скруглении. Первую петлю провязываем одинарной, во второй петле предыдущей петли прибавки делаем прибавочку. Далее следующая петля, делаем прибавку в первой петельке и вторую провязываем одинарно. Вот петельки прибавки, их хорошо видно. Вот петля прибавки, вот петля прибавки. До конца ряда довязываем одинарные столбики. Так, связали пятый рядочек. Значит, еще раз напоминаю, что прибавки с этого края и прибавки с этого края должны быть симметричны. То есть между петлями прибавок у вас должно быть одинаковое количество петель вот здесь и такое же количество петель вот здесь. Итак, вот такие рядочки с двойными прибавками по бокам я буду вязать до высоты сумки примерно 14 сантиметров. Ну, может быть, 13-14, в зависимости от плотности вязания. У меня будет 20 таких рядов с двойными прибавками. И это не считая вот этих вот 3 рядочков донышка. И при этом, как я уже говорила, в каждом пятом ряду я буду делать смещение петли прибавки. Это я покажу, когда буду вязать пятый ряд. Итак, сейчас у меня начинается 6-й рядочек, если считать от начала вязания. И если считать ряды двойных прибавок, то это получается 3-й ряд. Так, вяжем одинарные петельки до петель прибавок предыдущего ряда. Здесь, значит, в первой петле прибавки предыдущего ряда я делаю прибавку во второй петельке. И во второй петле делаю прибавку в первой петельке. Надеюсь, что я понятно объясняю, потому что получается сплошная тавтология. Далее одинарные петли до следующего скругления. Так, вот показываю, как располагаются прибавки. Смотрите.
Вот он наш первый рядочек с двойными прибавками. Вот двойная прибавка, вот двойная прибавка. Далее следующий ряд. Здесь двойная прибавка, здесь двойная прибавка. Следующий ряд. Вот прибавка, вот прибавка. То есть у нас вот этот регланчик пойдет ровненько вверх. Дошла до следующего скругления. Здесь у меня прибавка во второй петле и здесь в первой петле предыдущей петли прибавки. Так. Следующий 7-й ряд провязываем аналогично предыдущему. Доходим до прибавок предыдущего ряда. Здесь делаем прибавочку во второй петле. И здесь делаем прибавку в первой петле. Так. Дальше вяжем одинарные петельки, столбики. Дошли до противоположного края. Здесь также прибавка во второй петле, здесь в первой петле. И до конца ряда вяжем одинарные столбики. Итак, я связала 7 рядочков. Так. Вот посмотрите, если я сложу ровненько свой элемент получившийся, вот так вот, чтобы донышко было ровно, вот так, и боковушечки также сложу ровно, то я увижу, что уже спустя 4 ряда двойных прибавок, вот они, 1, 2, 3, 4, у меня идет смещение вот этой вот границы реглана, линии реглана, точнее. Смотрите, видите? Так, сейчас покажу, показать, чтобы было хорошо видно. Вот он сгиб боковушки у меня здесь идет. И вот она, вторая уже петля прибавки моего реглана, а первая уже сместилась, смотрите, вправо. Вот. То есть сейчас как раз я в 5-м ряду после вот этого маркера сделаю смещение петли прибавки вот сюда, на одну петлю. Ну, в общем, сейчас все поймете, когда буду вязать. И здесь то же самое, если я сложу прямо по линии сгиба, по правильной линии. Вот так вот. Сейчас, конечно, полотно не отпаренное, не отглаженное, оно все искривляется и не ложится как надо, поэтому приходится его вот таким вот образом равнять ручками. Так, и здесь вот тоже, смотрите. Если я сложу вот так ровненько и боковушечку ровненько заверну, то здесь у меня тоже получается вот она, вторая петля прибавки моего реглана, а первая вот она уже сместилась вправо. Итак, вяжем следующий ряд. Это 8-й ряд от начала сумки и 5-й ряд двойных прибавок, в котором мы делаем смещение. Так, начинаем с одинарных столбиков. Доходим до наших петель прибавок. Первую петлю прибавки предыдущего ряда провязываем одинарными столбиками, обе петельки. Вот так. И вот здесь во второй петле делаем прибавки в обеих петлях. Одна и вторая. То есть мы сместились на одну петельку влево. Вот так. Далее до следующего скругления вяжем одинарные петельки.
Так, подошли к другому краю. Здесь также 2 петельки эти провязываем одинарными. И прибавки делаем вот здесь, вот во второй петле прибавки предыдущего ряда. Первую петлю провязываем 2 столбика и во вторую 2. И теперь до конца ряда вяжем одинарные столбики. Теперь, если вы вот так же сложите, да, по линии четко, то уже увидите, что петельки прибавки, смотрите, одна идет на эту сторону и одна на эту, то есть регланчик расположен четко по боковой линии. Итак, закончили 8 рядочек, приступаем к 9. Одинарные столбики вяжем до петель прибавок. Так, и здесь, значит, первая петля прибавки. Первую петлю провязываем одинарным столбиком, вторую двойным. Здесь первую петлю двойной столбик и вторая петля одинарный столбик. Так, теперь вот этот маркер берем и перемещаем вот сюда. То есть вот он ряд, в котором мы делали смещение, то есть 5-й ряд, да, от начала двойных прибавок. Над ним помещаем маркер. И отсюда уже вот с первого ряда будем вести отсчет для следующего смещения. Также сделаем его в 5-м ряду уже от этого маркера. На другом конце также делаем прибавки. Здесь во второй петле. Здесь в первой петле. Так. И до конца ряда вяжем одинарные столбики. Здесь перемещаем маркер вот сюда. Так. Так, приступаем к 10-му ряду. Вяжем одинарные столбики с начала ряда и до петли прибавки. Здесь, значит, прибавка будет во второй петле. И здесь в первой петле. Итак, у нас сейчас вяжется 10-й ряд. Вот он начался. Далее, каждый ряд и каждую петельку я показывать не буду, потому что здесь все вяжется аналогично предыдущим рядам. Прибавочки делаем двойные по краям и вяжем таким образом по 12-й ряд включительно. И в 13-м ряду мы будем делать смещение петли прибавки, так как это уже будет 5-й ряд вот над этим маркером. Итак, связали 12 рядочков, и в 13 ряду сейчас будем делать смещение петли. Смотрите, складываем еще разочек. Ну, не обязательно это делать каждый раз, я просто вам еще раз показываю, чтобы вы понимали, для чего делается это смещение. Складываем ровненько. Когда вяжете из рафии, сумку, видите, косит при вязании. Потом это все отпарится и косить не будет. Вот, для того, чтобы увидеть наше вот это смещение, мы складываем вот так вот ровно, как она должна быть в выпрямленном виде. Вот так складываем и вот так вот боковушечку тоже складываем. Берем и смотрим. Вот она наша петля прибавки. И вторая петля прибавки реглана, вот она, снова сместилась вправо. Соответственно, вот пора делать смещение. Ну и с этой стороны то же самое. 13-й ряд я уже начала, дошла до петель прибавки. Первую петлю прибавки предыдущего ряда провязываю одинарными столбиками, и во второй
в обеих петлях делаю прибавки. Так. Далее вяжу одинарные и с другой стороны делаю то же самое. Так, делаем смещение. Первую петлю прибавки провязала одинарными, и во второй в обеих петлях делаю прибавки. И до конца ряда вяжу одинарные петли. Итак, я начала уже следующий 14 ряд. Смещение сделала здесь с другой стороны. Дошла до прибавок, и здесь уже прибавочки делаю, как обычно, для реглана. Здесь во второй петельке, здесь в первой петельке. И на противоположном конце то же самое. Так, здесь переставляю маркер вот сюда. И отсчет для следующего смещения буду вести уже отсюда, от этого маркера. Так, на противоположном конце прибавки делаю уже как для правильного реглана, так скажем. Так, здесь во второй петле и в первой петле. И переставляю маркер. Итак, я провязала 14 рядов. Далее следующее смещение петли прибавки у меня будет в 18 ряду и далее в 23 ряду. И на 23 ряду закончится вязание зоны двойных прибавок. То есть итого получится с двойными прибавками у меня будет 20 рядов, как я говорила в начале, и 3 ряда донышка. Всего 23 ряда. Итак, я закончила вязание зоны двойных прибавок. Сейчас будем измерять, что у нас получилось. Высота от начала 14 сантиметров. Ширина по верхнему краю 53 сантиметра. Далее по количеству рядов у меня получилось 23 ряда, это 3 ряда донышка и 20 рядов двойных прибавок. Здесь у меня получилось, что как раз в последнем 23 ряду я сделала смещение петли, так как это был 5-й ряд от маркера. Далее вариант из шнура толщиной 2 миллиметра. Так, ну здесь у меня уже связано чуть больше, но я вам сейчас скажу размеры именно для этой зоны, для зоны двойных прибавок. Здесь я также зону двойных прибавок связала из 20 рядов плюс 3 ряда донышка. И получила высоту от начала до конца зоны двойных прибавок 13 сантиметров, то есть на 1 сантиметр меньше, чем из рафии. Далее ширина по верхнему краю этой зоны. Так, 52 сантиметра, то есть на сантиметрик меньше, чем здесь. И помним, да, что здесь у меня было разное количество наборных петель. В рафии, в варианте из рафии 36, а здесь 40 наборных петель. И тем не менее, видите, получились немножко разные размеры деталей. То есть, как я говорила, здесь у меня петельки более свободно ложатся, поэтому сумка получается просторнее, и прибавки, точнее расширение идет более интенсивно за счет того, что петли не так плотно друг к другу расположены. И вот сейчас, если я приложу эти две детальки друг к другу, вот, то мы видим, что расширение у деталей из рафии, вот оно, видите, идет больше, чем у деталей из шнура.
И это при том, что здесь у меня наборных петель было меньше. То есть, если бы наборных петель было столько же, 40, да, сколько и в шнуре, то сумка была бы еще шире. Да, если ваши размеры отличаются от моих, если они получились, например, меньше ширина сумки, то вы можете спокойно связать еще один рядочек с такими двойными прибавками. Если получилось сильно шире, чем мои размеры, тогда можете распустить рядочек. Либо можете не распускать, а вязать дальше, но при этом вы должны понимать, что сумка ваша получится больше, и расход пряжи тоже, скорее всего, будет больше. То есть уже есть риск не уложиться в то количество, которое я рекомендую для данной модели. И сейчас я вам расскажу, как вам сделать правильный расчет ширины сумки, если вдруг ваши показатели не сходятся с моими, то есть если у вас, например, другие размеры. За основу мы берем наше основание, то есть наборную косичку. Мы должны ее измерить, то есть основание сумки. Измеряем. Вот здесь у меня начинается наборная косичка. И так... Ну вот, где-то здесь заканчивается. В общем, у меня 22 сантиметра основание сумки. Теперь здесь я уже измерила, у меня 53 сантиметра. Теперь берем калькулятор и делим 53 на 22. Получаем коэффициент 2,4. Вот для рафии берем коэффициент 2,4. Если ваше основание, например, 20 сантиметров или 15 сантиметров, но вдруг вы вяжете маленькую сумку, то тогда эти 15 вы умножаете на 2,4, ну, можете умножить на 2,5. 15 умножить, ну, пусть будет на 2,4. Получаем 36, то есть в конце вязания вот этой зоны с двойными прибавками вы должны получить ширину сумки вот здесь 36 сантиметров. То есть, ориентируясь на этот показатель, вы вяжете уже свое количество рядов. Может быть, у вас будет здесь не 23 ряда, а меньше рядов, да? То есть довязывайте до того момента, пока у вас ширина сумки не достигнет этого показателя, то есть в 2,4 раза больше, чем основание сумки. Для шнура будет немножко другой коэффициент. Здесь у нас основание донышка 23, и здесь у нас 52. Ну, он тоже будет 2 с чем-то, наверное, 2,2. Делим 52 на 23. 2,2. Ну, даже можно 2,3 взять. То есть также берете за основу ваше донышко, точнее основание сумки, и умножаете его на коэффициент 2,3. И определяете тем самым ширину вот этой вот верхней границы зоны двойных прибавок. Далее мы переходим на вязание следующей зоны. Вот здесь она у меня, кстати, уже связана. Она будет состоять из 5 рядов. И в ней также будут прибавочки. И также будет наша сумочка продолжать расширяться по бокам. Но уже расширение будет не таким интенсивным, как здесь, потому что здесь уже будут не двойные прибавки по краям, а одинарные. И об этом я расскажу в следующем видео.